Девчонки, всем привет! У нас сегодня будет пробный макияж с палеткой от Cosmic Brushes, новинкой, относительной Neutrals. Это одна из двух палеток, которые вышли последними, хотя, по-моему, сейчас уже вышла зеленая палетка. А ту, которую мы сегодня будем рассматривать, она выглядит вот так. Для меня это стала первая палетка от Cosmic Brushes. Я приложу сюда сводчи, которые снимала. Она мне очень понравилась по своей цветовой гамме. Я поняла, что это абсолютно мое, что-то осеннее, тепленькое, с достаточным количеством нюдовых оттенков. И мне такое будет интересно. Именно не с точки зрения креативности, как для меня все остальные палетки от Cosmic, они слишком темные, слишком холодные, мне они не подходят, а она мне будет совершенно точно интересна с точки зрения ежедневного, повседневного применения, то есть она для меня максимально универсальная. И если посмотреть на нее повнимательнее, то тут действительно большой выбор коричневых оттенков для построения формы. Здесь такой интересный нюд, то есть добавлены какие-то и охристые оттенки, и зелено-болотистые, и розовый в растушевку, и фиолетовый. То есть она действительно универсальная для таких макияжей, чуть более интересных, чем нюдовые. То есть вы добавляете немножко цвета, но он приглушен, и вы добавляете какие-то интересные оттенки, потому что, тут есть вот мультихром, вот, по-моему, дуохром, вот этот, и вот еще один мультихром. И что я хочу сделать сегодня? Сегодня я сделаю один макияж. Если вам, девчонки, понравится, пишите. Я сниму с этой палеткой больше макияжей, 3 или 5, как я делаю про некоторые запуски. Да, вот про Денону снимала последний раз. И что я хочу сделать сегодня? Я хочу сделать тушевку вот этим горчичным оттенком, попробовать затемнить вот этим зеленым, возможно, добавить какого-то коричневого потемнее. Затем хочу использовать вот этот оттенок и вот этот оттенок. То есть все самые интересные и при этом остаться в такой достаточно нюдовой гамме. Давайте сначала посводчим предварительно выбранные оттенки. Вот это матовые, симпатичные. Что-то, мне кажется, не сильно темные. Посмотрим. А вот это 3 самые красивые, самые особенные оттенка из этой палетки. И вот их будем задействовать на глазах. Вот такие получаются сводчи. Я к вам придвинулась. Надеюсь, что не сильно у меня темно. Что-то сегодня как-то с солнцем проблемы. Я люблю снимать в естественном освещении. Мне так кажется намного как-то приятнее и информативнее. И поэтому у меня в качестве света только маленькое кольцо. И хочу начать с какого-нибудь из этих светлых двух оттенков, чтобы припудрить века. Наверное, возьму сначала чик, посмотрим, сильно ли он для меня светлый. Да нет, для закрепления в самый раз. Для закрепления базы оттенок в самый раз. И теперь хочу взять вот этот вот рыженький оттенок Icon. Вообще планирую сделать супер осенний макияж сегодня. Наношу его в складку. И немножко уплотняю, чтобы он лег поярче. Пигментация приемлемая,
Тушуются хорошо тени. Что я хотела делать? Изначально я хотела углубить оттенком Gentle свою складку, но на сводчах выяснилось, что это не получится сделать, потому что он недостаточно интенсивный, как мне кажется, поэтому я просто продолжу тушевку складки этим вот оттенком Gentle. Он, кстати, классно сочетается с цветом моих глаз. Посмотрим, как ляжет. Да, это такой пыльно-болотистый оттенок, красивый, на осень, на лето, но он недостаточно темный. Смешались эти оттенки хорошо и выглядит достойно. Я хочу зеленым цветом оформить нижнее веко. И теперь я возьму кисточку поменьше и хочу углубить форму, наверное, вот этим вот оттенком Neutral. Попробую, достаточно ли он насыщенный. Нет, недостаточно. Нужно взять вот этот Classy, и по чуть-чуть добавляю. Сильно темную складочку делать не хочу. Маленькой кисточкой все подтушевываю и добавляю на нижнее веко. Как-то вот так выглядит форма. Можно наносить блестяшки. На все подвижное веко нанесу вот этот оттенок Люксе. Очень красивый. Красиво смотрится. Вот так. Вот так. Мне нравится, как смотрится. Очень красиво. В уголочек глаза я хочу добавить вот этот вот оттенок Radiant. Он очень красиво смотрится. Давайте пробовать. Хочу немножко его растянуть. Вот так вот. Красивый. И зайти немножко им на нижнее веко.
Он, конечно, очень красивый, он горит и оранжевым, и желтым, и серебристым. Красота. Но это еще не все. Оттенок Desire, вот этот, я хочу нанести на нижнее веко. Вот так. Ну, перелива на нижнем веке, конечно, не видно, но красивенько. Вот так. Хочу пройтись черным оттенком, Timeless, вот этим, вдоль ресничной линии. Кстати, я им еще не воспользовалась, а он мне уже захезал всю палетку, хотя до начала макияжа она была чистая. То есть вот этот черный оттенок, он ужасно летит. И когда я его набираю, я его переношу на руку немножко, чтобы продукт остался немножко на руке, иначе все полетит. Он безумно пигментированный. Вообще макияж тенями закончен. Я сейчас почищу зону под глазами, потому что все-таки черный оттенок посыпался. Добавлю тушь, карандаш и вернусь к вам. Мы поговорим про палетку. Ну что, я почистила зону под глазами, нанесла тушь и тинт для губ. Тинт для губ у меня Перипера в оттенке 01 и тушь Панорама, сейчас любимая моя тушь. Макияж выглядит вот так. В принципе, меня устраивает и качество тушевки, и как легли блестяшки, как проявляется вот эта дуохромность. Все, в принципе, нравится, и нравится, что это очень носибельно. Для меня это не первый макияж с Cosmic Brushes, но конкретно такой я делаю первый раз. Мне нравится, что он осенний. Мне понравились матовые. Я ожидала, что они будут очень пигментированные. На самом деле они очень легко тушуются, с ними легко работать. К качеству у меня нет никаких претензий, исключая вот этот черный оттенок. Он очень пигментированный и очень сыпучий. Ну, нельзя такое делать. Либо формула какая-то должна быть более крепкая, либо пигмента должно быть не столько много. Работать-то с ним можно, только он осыпается и пачкает всю палетку. Все это выглядит неаккуратно, приходится каждый раз протирать. И я предполагаю, что если пользоваться этой палеткой активно, то она будет выглядеть плохо. И я подумываю о том, чтобы заклеить этот оттенок, потому что он мне не нужен, тем более в таком качестве. Вот. Что касается блестяшек, я могу сказать, что я использовала вот эти вот очень блестящие оттенки, которые мне очень понравились. Мне понравился вот этот мультихром, понравился вот этот вот дуохром. Вот этот оттенок на все подвижное веко я пока не использовала, он у меня внизу, пока ничего не понятно. Чем я пока не пользовалась, это вот этим рядом. Пока не тянется к нему рука, как-то он у меня с настроением не соотносится, хотя здесь тоже достаточно интересные оттенки. Мне нравится, что палетка так построена, что вы можете сделать и макияж по рядам. И вообще я считаю ее очень функциональной и очень удачно собранной палеткой. И у меня вообще нет к ней никаких претензий. Если вам нужен какой-то нюд поинтереснее, и если, например, вы хотите начать знакомиться с инди-брендами, с какими-то мультихромными, дуохромными оттенками,
но как-то постепенно. Это прекрасный вариант. Или если вы любите все вот эти вот новые современные инди, но вам нужно что-то на повседневку, а такими скучными базовыми палетками, как выходит у Денона, вы уже не можете пользоваться, это тоже прекрасный нюд для вас. Она вообще классная, включая, конечно, вот этот вот оттенок, который постоянно свинячит, ну, он, конечно, мне не очень нравится. А так вообще макияж меня устроил, мне кажется, прекрасный осенний вариант. Пишите, что думаете, пишите, как вам этот запуск вообще. Я знаю, что многие девчонки, наоборот, выбрали себе холодную палетку. Мне она не особо понравилась по цветовой гамме. Я знаю, что я не буду ей пользоваться, поэтому я пропустила. Но вот новая зеленая от Cosmic Brushes мне уже нравится больше. Я, скорее всего, думаю, что приобрету ее, тем более на осень. Там классные тоже такие зелено-землистые оттенки, я такое люблю, и теперь я в качестве Cosmic Brushes тоже уверена, оно суперское. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам понравился макияж. Спасибо вам за внимание. Всем отличного дня. Всем пока-пока.